Сегодня мы вылетаем в Берлин. Но не для того, чтобы поделать туристические фотографии на фоне советских панелек, у нас куда более дерзкая цель. Мы попробуем проникнуть в самые знаменитые техноклубы Берлина. Получится у нас или нет, конечно, вопрос второй, потому что обычно в такие клубы туристов редко пускают. Мы постараемся сделать все, что от нас зависит, а вы за это, пожалуйста, поставьте лайк и переход! Клубная жизнь в Берлине – это не просто вечеринки, это целая культура. После падения Берлинской стены в городе, особенно на востоке, остались десятки заброшенных складов и фабрик. Именно они стали идеальными площадками для андеграундных рейвов. Здесь уважают свободу во всех ее проявлениях. Берлин – это город, где ты можешь быть собой, без масок и без осуждения. Кстати, камеры в клубах здесь часто заклеивают. Не ради секретности, а ради того, чтобы все чувствовали себя свободно. Если вдруг вы подумали, что я приехала в Берлин одна, это не так. У нас целая компания друзей, но вот на данный момент у меня есть Аня. Я заставила говорить ее на камеру. Давай расскажи про первый клуб. Друзья, первый — это легендарный техноклуб Berghain. Он настолько популярен, что там даже вышибала — это суперзвезда. Да, если типа тебя не пускает этот вышибала, то ты не расстраиваешься и делаешь с ним фотографию, типа я здесь был, меня вышибал, вот этот вышибала. И да, в Berghain действует строжайший дресс-код, и мы купили специально одежду под сегодняшний день. Из-за этого строжайшего дресс-кода туда однажды не пропустили Канье Веста, однажды не пропустили Илона Маска, и даже ходят слухи, что Бритни Спирс не пустили, потому что у нее была неподходящая обувь. В общем, очень сложно попасть в этот вайб, в точку, но мы постараемся и сделаем наш максимум. И второй клуб в нашем списке, в который мы собираемся не сегодня, а уже завтра. Это тоже очень известный клуб Берлина, KitKat. И нет, это не про шоколадки, это супер провокационный клуб. Тут умереть на фоне собралась или что? Это про правила без табу. Действительно, самое главное правило в KitKat — это отсутствие каких-либо границ. Латекс, сетка, всяческие BDSM-элементы, все, что приветствуется в качестве дресс-кода в этом клубе. Вот такой вот у нас интересный будет экспириенс за эти выходные. Торжественный переход на наши луки в Berghain. Дорогие друзья, мы полностью готовы. Вот такого формата у нас луки. Немножечко кожи, немножечко протупей, немножечко рваности. У Ани, кстати, даже немножко более подходящий лук под Berghain. И вот штанишки, то есть более что-то удобное, как будто бы они смотрят, чтобы это было что-то комфортное для того, чтобы танцевать под техно. Камеру, естественно, я оставлю дома, потому что снимать в клубе нельзя. Единственное, что очень смущает, что мы достаточно холодно одеты. Музыка на фоне — это как раз Serap, который будет играть сегодня в Berghain. Мы пытаемся настроиться на вайб. Музыка, конечно, специфичная, но что-то, да, придется сделать вид, что нам очень нравится. Короче, как вы поняли, мы действительно серьезно готовились. Заранее продумали луки, изучили сетап, который должен был играть в этот день. Даже специально приехали днем, чтобы посмотреть, как выглядит клуб снаружи. Градус нашей вовлеченности был максимально высоким, но, к сожалению, мы получили отказ. В общем, ситуация такая, что луки, которые мы подобрали под Berghain, особо не подходят под Berghain. И по ходу мы немножечко перестарались. Плюс, более того, мы разделились на компанию, вот 2 человечка и 3 человечка. Я, Аня и Гамаль шли вместе. И если Гамаль, вот как раз-таки его лук немножечко больше соответствует вайбу Berghain, то на нас, когда посмотрели, поняли, что мы конченые. И отказали всем 3. Из-за этого Гамаль немножечко нас ненавидит. Они буквально задавали вопросы, что там сколько тебе лет, потом куда ты пришел. Да, я причем нормально ответил на все вопросы, а потом, когда они спросили, ты сюда пришел один, я говорю, нет, на самом деле, вот мы втроем. И они такие, не сегодня. И, скорее всего, проблема в том, что, во-первых, туда не рекомендуется ходить большими компаниями, то есть соло и вдвоем проходит охотнее, нежели, нас было 3, получается. А во-вторых, вот, походу, лук Гамаля самый оптимальный вариант для прохода по Berghain. Ничего страшного, мы сейчас решили не отчаиваться и едем в другой техноклуб. Я захожу один. И Гамаль больше не купится на эту пропаганду женскую, он теперь холостяк. Тебе одному было бы. Втроем в моменте мне казалось, что будет лучше. Даже если вы упустили, а всех остальных нет,
Ну, это было очень странно. Что я там делал один? А я уже дома дописываю блог про второй клуб, в который мы пошли в день, когда нас не пустили в Бергхайм. Клуб Трезор. Не менее легендарный, очень многие советуют его посетить. Такой же техноклуб, как Бергхайм, но, конечно же, немножечко по статусу между клубных тусовщиков ниже. В принципе, он во всех топах стоит сразу же после Бергхайма. В Трезор нас пустили без каких-либо проблем, даже несмотря на то, что мы не делились, а прошли вот прям всей группой в 5 человек. Вход стоил 22 евро. Помещение было разделено на 2 условно этажа. Все это, конечно, было на месте какого-то, видимо, либо заброшенного завода, либо заброшенного склада. И очень много таких каменных коридоров, по которым ты проходишь и попадаешь в разные, так скажем, отсеки. Было прикольно, но немножко так гипнотизирующе. Все-таки я для себя поняла, что техномузыка, она должна, видимо, выводить на какой-то медитативный уровень. Ты в этом статном чувстве дергаешься под техно, под такт музыки, обретаешь такое внутреннее спокойствие. Прямо внутри на танцполе везде можно было курить сигареты. Вот это меня очень сильно удивило. Цены на коктейли были не супер конские, где-то в районе 9 евро за коктейль и 3 евро за шот. Если вы едете в Берлин, highly рекомендую посетить Трезор. Конечно же, сначала пытаться попасть в Бергхайм. Наименее сильный контроль, спокойно проходите. А теперь пришло время второго дня и, получается, второго клуба в нашем списке KitKat. Поехали. Друзья, день 2. Сегодня мы собираемся в клуб под названием KitKat. Там, как известно, более откровенные наряды. Мы, собственно, выполняем требования заведения, в которое мы сегодня направляемся. Получится у нас пройти или нет, вопрос, но мне кажется, что получится, потому что в KitKat не такой сильный фейс-контроль, как в Бергхайм. Аня сказала, что не будет краситься. Пока очень сложно говорить что-либо, какие-либо прогнозы делать. Я думаю, что поделимся впечатлениями после клуба, если нас туда пустят. Если нет, приедем домой и будем спать, если честно. Такое настроение. Короче, ребята, нас пропустили в KitKat. И, если честно, сейчас очень сложно собрать мысли в кучу и рассказать вам, каково это было, потому что, на самом деле, мозг наглухо перегружен. Прежде всего, нужно понимать, что KitKat — это kinky club. Если это не вписывается в вашу призму мира, наверное, вы отнесете к этому как к какому-то разврату. А KitKat очень большой. Я не знаю, сколько там помещений, мне не удалось посчитать, потому что вот на протяжении 2,5 часов, что мы там пробовали, мы постоянно попадали в какие-то новые места. Там около, не знаю, наверное, 5 танцполов, при том, что музыка везде абсолютно разная. Там была сауна, и там был бассейн в клубе. Также там были киоски с продажей мармеладок, кофе, чая. Можно было купить не только алкоголь. И некоторые люди там действительно зависали около бассейна, пили чаек и, в общем, всячески отдыхали. Прямо в заведении можно курить сигареты, никто тебя не ограничивает. У них был тематический вечер. В этот вечер они учили танцевать танго. Люди все, естественно, были одеты максимально откровенно. Если вы думаете, что в такой обстановке следует чего-то бояться, это не так. Все абсолютно адекватно себя ведут. Подводя итог, для нас Берлин абсолютно оправдал свою репутацию мировой столицы клубной культуры. В этом видео я рассказала про 3 самых громких места, но на самом деле клубов здесь куда больше. Sisyphos, About Blank, Atterblau. Короче, это только верхушка айсберга. Я бы даже сказала, в Берлин точно стоит приехать именно ради клубного опыта. Моя главная рекомендация тем, кто вдохновился этим видео и теперь тоже хочет попробовать берлинскую ночь на вкус: изучайте легенду и атмосферу клуба, в который собираетесь. Очереди в самые известные места могут быть долгими, а отказ на входе всегда обидно, особенно если вы действительно хотели и готовились. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. К сожалению, в клубах нельзя было снимать, поэтому я надеюсь, вам было все еще интересно смотреть. Я пыталась максимально структурно донести до вас все наши перемещения в хронологическом порядке и также структурно разъяснить вам, как по итогу нам весь наш экспириенс. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч!